Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим хлеб из белой и цельнозерновой муки. Хлеб получается очень вкусный, ароматный, с правильным хлебным мякишем, который не разваливается и не крошится. Для этого рецепта нам понадобится 300 грамм белой муки, 100 грамм цельнозерновой муки, 8 грамм соли и пакетик дрожжей, у меня это 5 грамм. Все сухие ингредиенты хорошо перемешиваем вилкой. Вливаем 300 мл теплой воды комнатной температуры. Сильно вымешивать тесто не нужно, только буквально до тех пор, пока не объединятся все ингредиенты. Это очень быстрый и очень удачный рецепт хлеба, особенно для тех, кто хочет испечь хлебушек сам, но не любит возиться с тестом очень долго. Тесто объединяется буквально за 5 минут. Сейчас я его домешаю, накрою пленкой и отправлю на ночь на расстойку, на ферментацию. Ферментироваться это тесто будет около 12-18 часов. Обычно тесто я делаю вечером, где-то часов 7-8 вечера, и оставляю его на ночь, до утра. Мое тесто уже простояло всю ночь, при комнатной температуре у меня прошло 14 часов. Посмотрите, какое оно получилось. Оно очень мягкое, немножко даже жидковатое и липкое. Стол обязательно присыпаем мукой, тесто я также немного присыпаю мукой, оно очень липкое. И выкладываем наше тесто уже для формовки. Как всегда, все ингредиенты для этого рецепта в стаканах и в граммах вы сможете найти в описании под видео, а также в начале этого видео. Теперь нужно сформировать наш будущий хлеб. Для этого я растягиваю тесто в такой небольшой прямоугольник. Один край я подворачиваю к центру, второй край как бы сверху накладываю и тоже подворачиваю к центру. И боковые края тоже все нужно стянуть к центру. Все края нужно будет защипать и снова округлить наше тесто и подщипнуть краешки снова к центру. Формовка для хлеба очень важна. От этого будет зависеть его конечная форма, конечный результат. Если сформировать неправильно, то хлеб может расплыться в духовке и потерять свой красивый внешний вид. Подготовленный хлеб я укладываю на смазанную растительным маслом пергаментную бумагу и оставлю его в глубокой чашке под полотенцем еще примерно на час, или пока оно не удвоится в размере. А выпекать свой хлеб я буду вот в такой чугунной кастрюле. Ее нужно будет предварительно нагреть. Сейчас я ее поставлю в духовку и начнем нагревать духовку вместе с кастрюлей до 250 градусов по Цельсию. Тесто у меня еще раз постояло и увеличилось в 2 раза, а кастрюля и духовка нагрелись. Самое время переложить тесто в кастрюлю. Перекладываю я его прямо с помощью пергаментной бумаги, это очень удобно. Быстренько накрываем крышку и отправляем хлеб выпекаться. Выпекаю я хлеб следующим образом. Сначала его нужно подержать 25 минут под крышкой, а потом нужно будет крышку снять и допечь еще минут 15 или до тех пор, пока он не станет золотистым и румяным. Мой хлеб уже испекся и остыл, посмотрите, какой он хрустящий. У него очень хорошая корочка образовалась и снизу, и сверху. Такой хлеб после ферментации приобретает тот самый приятный хлебный вкус и запах прям как будто бы только-только из хлебопекарни. У него хороший мякиш, очень пористый, мягкий. Посмотрите, как он легко сжимается и восстанавливает свою текстуру и форму. Мякиш у этого хлеба получается очень приятный, он не крошится и не разваливается. Посмотрите, как он тянется, он такой тягучий, но одновременно очень мягкий и вкусный. Попробуйте приготовить.